Сегодня я вам покажу, как выполнить обратную аппликацию. И если у меня получилось это сделать из жесткой неподатливой ткани, то уж из хлопка или шерсти получится даже у начинающих рукодельниц. Всем привет! Меня зовут Галина, и вы на канале Гала Уралочка. Я задумала сделать декор в технике обратной аппликации. Попробовала нарисовать несколько несложных в исполнении вариантов. Первое, что пришло в голову, ставшие уже классическими домики. Но я подумала, что это слишком просто для мастер-класса. Тогда я немного усложнила форму. Птичку на круглом фоне выполнить труднее. А если ее набрать из цветных полосок, то может получиться вполне симпатичный декор. Но мне для аппликации нужны были непромокаемые ткани, а в наличии у меня оказались не совсем подходящие цвета. Зато был большой кусок темно-зеленой плащевки, почти черной. И я подумала, что из нее можно сделать лист. Пусть будет лист монстеры. Кажется, побольше будет выглядеть лучше. Примерно такого размера. Да, поскольку аппликация обратная, то мне нужно сделать фон с вырезанным рисунком. Для этого я взяла кусок ватмана. Более-менее ровные линии прорезаю монтажным ножом. А скругленные ножницами. Фиксирую шаблон на детали, которую буду декорировать, и переношу линии мелом. Если бы форма аппликации была простой, типа квадрата, все было бы просто. Я бы вырезала этот самый квадрат и заутюжила припуски на швы наизнанку. Кстати, вот вам идея потренироваться на первый раз. Но поскольку граница моей аппликации извилистая, придется делать обтачку. Я переношу рисунок аппликации наизнанку, прикладываю лицом к лицу кусок ткани, полностью перекрывающий рисунок, и скалываю. Теперь можно сшить оба слоя по контуру. Но есть более аккуратный способ – наложить трафарет, прикрепить его булавками и проложить строчку по контуру трафарета. Удаляю булавки, переворачиваю и отрезаю лишнее, оставляя обтачку примерно сантиметр. Кроме участка, где будет стебель.
Теперь нужно вырезать внутреннюю часть. И вот что получилось. Для более легкого выворачивания я надрезаю припуски на швы, а на выгнутых участках высекаю треугольнички. Выворачиваю. Для этого я приспособила пинцет. Затем отворачиваю обтачку наизнанку и приметываю косыми стежками. Чтобы придать первоначальную форму детали, утюжу ее, наложив на шаблон из бумаги и прикрепив булавками. Про стебель я не забыла, пришло время сделать и его. Почему не заодно с листом? Потому что фон аппликации – это очень жесткая, плохо драпирующаяся ткань, еще и с какой-то резиновой пропиткой на изнанке. Я подумала, что проще будет разутюжить, если края деталей замкнуты. Итак, разрезанный участок выворачиваю и скалываю с изнаночной стороны. Стачиваю. Выворачиваю на лицо, утюжу. От зеленой плащевки, из которой будет состоять лист, отрезаю достаточный кусок. И вот такой сэндвич получился. Черный фон, зеленая плащевка, объемный неклеевой флизелин и, наконец, бандо, жесткий флизелин. Чтобы во время притачивания выпуклые участки фона не гуляли, я их фиксирую клеем. А булавками скалываю периметр сэндвича и аппликации. Прокладываю машинную строчку по краю фона, отступив миллиметр. Но у монстеры на листе есть еще и дырочки. Это отдельные маленькие аппликации, выкроенные по лекалам этих самых дырочек. Я прибавила на припуске примерно 7 мм, проложила по краю строчку и стянула нить, предварительно поместив внутрь деталь из ватмана. И утюгом придаю им окончательную форму. Осталось разметить линии прожилок и дырочек.
По прожилкам прокладываю строчку. А детальки дырочек приклеиваю. И пришиваю на машине. Удаляю наметку. Уточняю форму детали. Аппликация готова. В следующем видео я вам покажу, что же это будет. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые идеи.